Привет, друзья! В прошлый раз я проводила опрос с целью узнать, какая тематика видео будет вам наиболее интересна в этот раз. И по результатам опроса большинство захотело связать игрушку. Поэтому сегодня мы с вами вяжем вот этого котенка. Если вы новичок в этом деле и еще не знаете основные базовые приемы вязания крючком, то советую для начала посмотреть вот это видео. Ну а для тех, кто уже не первый раз смотрит мои видеоуроки и уже знает, как вязать основные петли и уже связал несколько игрушек, то давайте с вами начнем. Для вязания в этот раз нам понадобятся все те же стандартные нитки, которые я использую для вязания. Это нитки Минада. Вы уже смотрите, что-то похожее выбираете. Значит, здесь 142 метра на 50 грамм. Ниточки очень мягкие. И вот понадобится два вот таких цвета. Лимонный и такой сиренево-синий. Вязать кошку мы будем с вами из лимонного цвета. И уже добавим вот этот вот лиловый цвет, как декорации, как пятнышки и оформление контрастного цвета. Ну и мой стандартный крючок 1.65. Начнем мы с вами вязать по стандарту с головы. Оформляем с вами кольцо амигуруми, либо фиксируйте петлю. Это уже на ваше усмотрение, как вы привыкли, как вам удобно. Провязываем 2 воздушные и 5 столбиков без накида в кольцо в первую. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и соединяем с первой соединительным столбиком. Кольцо провязали. Теперь воздушная петля, и в каждую петлю мы провязываем по 2 столбика без накида. Должно получиться 12 столбиков, то есть мы с вами делаем 6 прибавок. Второй столбик в следующую, третий и четвертый, в следующую петлю, пятый и шестой, в следующую, седьмой, восьмой, далее в следующую, девятый, 10 и в последнюю 11 и 12. Провязали прибавки. Теперь соединяем не в следующую, через одну соединительным столбиком. Вот мы с вами начали вязать голову. Провязали прибавки. Следующий ряд провязываем 1 столбик без накида и 1 прибавка. Выполняем воздушную петлю, в эту же вставляем первый столбик без накида, в следующую провязываем 2 столбика без накида, выполняем прибавку. Далее в третью петлю снова столбик без накида, в четвертую петлю выполняем прибавку, провязываем 2 столбика без накида в 1. Провяжите таким образом до конца ряда по всей окружности. Провязали ряд, 18 столбиков без накида, и у нас остается нижняя петля и вот эта вот петля подъема. Их мы обе пропускаем и соединяем вот самую верхнюю петлю соединительным столбиком. Следующий ряд у нас снова воздушная петля, в эту же провязываем столбик без накида первый, в следующую второй и в третью петлю у нас будет прибавочка. Чередуем так 2 столбика без накида и 1 прибавка до конца ряда по всей окружности. Когда довязали ряд, у нас по той же схеме остается нижняя петля, вот эта, и петля подъема. Их пропускаем и вот в самую верхнюю соединительным столбиком оформляем ряд. Следующий ряд будет 3 столбика без накида и 1 прибавка. Все точно так же. Воздушная петля, в эту же первый столбик без накида, следующую, второй, следующую, третий, в четвертую петлю провязываем прибавку, 2 столбика без накида в 1. Чередуем так до конца ряда, 3 столбика без накида и 1 прибавка. Довязали и соединили ряд. Теперь следующий, 4 столбика без накида и 1 прибавка. Воздушная в эту же первый столбик, в следующую второй,
в следующую третий и в следующую четвертый, а в пятую петлю выполняем прибавку. Провязываем так, чередуя 4 столбика без накида и прибавка до конца ряда. Следующий ряд будем вязать 5 столбиков без накида и 1 прибавка. И уже добавим новый цвет в полоски. Воздушная петля, в эту же первый столбик без накида, в следующую второй, в следующую третий, в следующую четвертый, в следующую пятый и в шестую петлю выполняем прибавку. Еще раз. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый и в шестую прибавка. Еще раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, прибавка. Теперь, так как мы вяжем голову и шов оставляем всегда сбоку на голове, то полосочки у нас начнутся вот отсюда, даже, наверное, из прибавочек. Давайте провяжем первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый. Далее выполняем прибавку и, не заканчивая второй столбик прибавки, мы подхватываем с вами уже нитку контрастного цвета и заканчиваем прибавку новым цветом. Теперь провязываем первый столбик без накида, второй, тоже его не заканчиваем, меняем снова нитку на желтую, заканчиваем, дальше третий столбик без накида, четвертый, пятый и в шестую снова прибавку. Довязываем до конца ряда. Довязали, теперь соединяем. И следующий ряд будем провязывать 6 столбиков без накида и 1 прибавка. С одним цветом, только желтым. А фиолетовый цвет у нас будет чередоваться через ряд. Поэтому пока ниточку оставьте, трогать ее не надо, не обрезайте. Воздушная петля в эту же. Столбик без накида первый, следующую второй, следующую третий, далее четвертый, пятый, шестой, а в седьмую провязываем прибавку. Чередуйте таким образом 6 столбиков без накида и прибавку до конца ряда в круговую. Провязали ряд до конца, вот так это выглядит, вот так получилось. Теперь провязываем 31 столбик без накида, просто в круговую желтым цветом. Воздушная петля в эту же. Первый, второй, третий, четвертый и так далее, пока не провяжете 31 столбик без накида. Провязали 30 столбиков без накида. 31 подхватываем, не довязываем, меняем ниточку, заканчиваем уже новым цветом. Теперь провязываем 4 столбика без накида полных. Первый, второй, третий, четвертый, а пятый тоже будем не довязывать. Оставим половинку и снова меняем нитку. И довязываем столбиками без накида до конца ряда. Довязали ряд до конца. Вот он у нас получился. Следующий ряд провязываем просто желтым цветом в круговую без изменений, без прибавочек и без убавочек. Провязали желтыми нитками ряд по всей окружности. Теперь провязываем 28 столбиков без накида желтым цветом. Провязали 28, 29 подхватываем. Теперь меняем цвет на сиреневый.
Теперь провязываем сиреневым цветом первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10 не довязываем, оставляем в таком виде, подхватываем снова наш основной рабочий желтый цвет, заканчиваем столбик желтым и провязываем столбики без накида до конца ряда. Далее следующий ряд будем снова провязывать желтым цветом без изменений. Провязали ряд желтый без изменений. Теперь снова провязываем желтым цветом 28 столбиков без накида. Первый, второй и так далее, пока доберетесь до 28 столбиков. Провязали 28, 29 снова подхватываем, меняем цвет на сиреневый. Заканчиваем столбик без накида новым цветом. Теперь провязываем 10 столбиков сиреневым цветом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11 наполовину. Желтый цвет немножко подтягивайте, чтобы у вас все аккуратненько смотрелось. Теперь заканчиваем столбик без накида желтым цветом. Только не перетягивайте, чтобы не случилось вот такого. Потому что когда мы будем набивать голову, чтобы все было ровненько и нигде не топорщилось. Поэтому, да, затягивайте здесь, подтягивайте нитку, чтобы ровные переходы были, но не перетягивайте ее внутри. И заканчиваем ряд желтым цветом столбики без накида. Провязали до конца ряд. Теперь начнем уменьшать голову. Будем вязать желтым цветом. 6 столбиков без накида и 1 убавочка. Воздушная петля. В эту же первый столбик без накида, в следующую второй, в следующую третий и так далее. 4, 5 и 6. Теперь провязываем убавку. Это 2 петли, мы провязываем в одну. Подхватываем, следующую протягиваем, снова подхватываем. На крючке 3, как вы видите, следующая петля. И через одну мы протянули. Теперь рабочую петлю протягиваем через 2. Мы провязали 2 столбика без накида в одну. Еще раз. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, 5, 6 и теперь провязываем убавку. Следующую петлю протягиваем, подхватываем, снова в следующую подхватываем и протягиваем рабочую через все 3. Выполните таким образом 6 столбиков без накида и 1 убавка до конца ряда желтым цветом. Провязали ряд 6 столбиков без накида, убавка. Теперь будем вязать 5 столбиков без накида и 1 убавка со сменой цвета. Воздушный столбик, воздушная петля, первый столбик без накида, в следующую второй, третий, четвертый, все подряд 5. И теперь будем вязать убавку. Еще раз провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, 5, убавка. Третий раз. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, 5, убавочка. Далее снова первый столбик без накида, второй, третий,
4, 5. Далее провязываем убавку. Все 3 петли на крючке. Теперь подхватываем сиреневый цвет. Подтягивайте, но не перетягивайте. Заканчиваем убавку новым цветом. Далее вяжем 1 столбик без накида, 2, 3, 4, 5. Теперь у нас пойдет убавочка. Подхватываем сиреневый цвет. Теперь в следующую петлю подхватываем желтую нить, вытягиваем и желтым цветом заканчиваем убавку. Вот так. И теперь довязываем последний раз. 1 столбик без накида, 2, 3, 4, 5 и убавка. Соединяем ряд, и следующий ряд мы с вами провяжем 4 столбика без накида и 1 убавка желтым цветом. Воздушная петля в эту же 1 столбик, в следующую 2, далее в следующую 3, 4 и провязываем убавку. Чередуем так 4 столбика без накида и 1 убавка до конца ряда одним цветом желтым. Связали ряд 4 столбика без накида и 1 убавка. Теперь будем вязать 3 столбика без накида и 1 убавка. Провязываем воздушную петлю. В этот же 1 столбик без накида, следующую 2, следующую 3 и 4 и 5 убавочка. Провязываем так еще 3 раза до начала сиреневого цвета. Провязали 3 столбика без накида, вот закончили на убавке. Теперь провязываем 1 столбик без накида, 2 подхватываем и заканчиваем этот столбик сиреневым цветом. Это 2 столбик. Далее 3 столбик без накида новым цветом. Провязываем убавочку и подхватываем снова желтый цвет, подтягивать не забывайте. Заканчиваем убавку желтым. Далее снова 1 столбик без накида, 2, 3 и провязываем убавочку. Соединительным столбиком оформляем завершение ряда. Теперь подтяните сиреневый цвет хорошенько. Теперь он нам больше не пригодится в голове. Его можно обрезать, оставив небольшой отрезочек. Сложить в серединку. И теперь голову необходимо набить любым наполнителем, который вам больше всего нравится. Голову наполнили мы с вами довольно хорошо. И у нас осталось провязать еще 2 ряда. Это 2 столбика без накида убавка и 1 столбик без накида убавка. Выполняем воздушную петлю в эту же 1 столбик без накида, в следующую 2 и провязываем убавочку. Чередуем так 2 столбика без накида и 1 убавка до конца ряда. Провязали ряд до конца и остался последний 1 столбик без накида и 1 убавочка. Воздушная в эту же столбик без накида, во 2 и в 3 провязываем убавку. Чередуем точно так же до конца ряда. Довязали голову, соединительным столбиком закончили ряд, вытяните немножко подлиннее ниточку, обрежьте
И теперь нужно конец спрятать за соседние петли. Вот так протягиваем несколько раз за край изделия. 2, 3, 4, может быть, раза будет достаточно. Потом прячем в середину головы и заполняем оставшиеся пустоты наполнителем. Пустоты заполнили, голову довязали. Теперь придаем форму, чтобы она была похожа на шарик. Вот голову связали, это у нас спинка. Теперь приступаем к изготовлению следующей детальки. Теперь мы будем с вами вязать туловище по такому же принципу, как и голову. Выполняем рабочую петлю. Провязываем 2 воздушные петли и 5 столбиков без накида в первую. Первый, второй, третий, четвертый и 5. И соединяем. Теперь провязываем 12 столбиков без накида по 2 в каждый. Воздушная петля в следующую. Первый столбик и второй. Далее третий и четвертый. Соединяем через одну соединительным столбиком. Затем следующий ряд будем вязать 1 столбик без накида и 1 прибавка. Воздушная петля в эту же. Первый столбик без накида, а в следующую провязываем прибавку 2 столбика в 1. В следующую петлю снова столбик без накида и в следующую 2 столбика без накида. Провязываем так до конца ряда. Теперь соединяем ряд соединительным столбиком и провязываем следующий ряд. 2 столбика без накида и 1 прибавка. Воздушная петля в эту же первый столбик, следующую второй и в третью петлю провязываем прибавку. Чередуем таким образом до конца ряда. Соединили ряд, теперь провязываем 3 столбика без накида и 1 прибавка. Воздушная петля в эту же первый столбик, следующую второй, следующую третий и в четвертую провязываем прибавку. Чередуем так до конца ряда. И теперь будем вязать последний ряд с прибавками. 4 столбика без накида и прибавка. Воздушная петля в эту же первый столбик, следующую второй, следующую третий и в следующую четвертый. 4 столбика подряд и в пятую провязываем прибавочку. Чередуем таким образом 4 столбика без накида и прибавка по всей окружности до конца ряда. Теперь следующий ряд мы будем провязывать желтой ниткой с добавлением сиреневого цвета и начнем делать полосочки. Для этого для начала провязываем 23 столбика без накида. Воздушная петля в эту же первый столбик, следующую второй, третий, четвертый, 21, 22 и 23. Теперь вставляем крючок, подхватываем 24 столбик и довязываем его уже сиреневым цветом. Теперь будем вязать первый столбик сиреневым цветом, второй, третий, четвертый, 5 не довязываем, подхватываем желтую нитку, немножко подтягиваем ее, довязываем этот столбик желтым цветом и провязываем до конца ряда. Соединяем. Далее следующий ряд провяжите просто желтым цветом без каких-либо изменений. Целый ряд по окружности. Следующий ряд мы провязываем 22 столбика без накида желтым цветом. Первый, второй, третий. Теперь вставляем крючок, подхватываем желтую и берем сиреневый цвет и заканчиваем столбик сиреневым цветом. Теперь провязываем
8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой мы подхватываем и довязываем уже желтыми ниточками этот столбик без накида и провязываем столбиками до конца ряда. Следующий ряд провязываем желтым цветом без изменения. Следующий ряд провязываем 23 столбика без накида желтым цветом. Первый, второй, третий, 21, 22, 23, 23 мы не довязываем, подхватываем сиреневую нить, заканчиваем столбик сиреневым цветом и вяжем 8 столбиков без накида. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и восьмой заканчиваем уже желтым цветом. Довязываем до конца ряда. Со следующего ряда мы начнем убавлять ряды, точно так же, как мы увеличивали. Воздушная петля, в эту же первый столбик без накида, в следующую второй, третий, четвертый, 4 столбика без накида подряд, в следующую петлю и снова в следующую подхватываем и выполняем убавку вот таким образом. Еще раз, первый столбик, второй, третий, 4 подряд, следующую петлю подхватываем, снова в следующую и протягиваем через все 3. Провяжите таким образом до конца ряда желтым цветом. Следующий ряд 3 столбика без накида и 1 убавочка. Воздушная петля, в эту же первый столбик, в следующую второй и в следующую третий. Теперь провязываем убавку в эту петлю и в соседнюю и за все. Провяжите так 3 раза. Мы с вами провязали 3 раппорта, 3 столбика без накида, убавка. Это значит, что вот у нас 3 столбика без накида, убавка первый раз, вот мы видим второй раз и третий раз, и провязали 3 столбика просто желтым цветом. Сейчас у нас должна пойти убавка, мы ее выполняем, но не протягиваем желтую нитку через все, а подхватываем сиреневый цвет и заканчиваем убавку сиреневым цветом. Затем провязываем 3 столбика без накида сиреневым цветом, второй, третий и провязываем убавочку. Провязали. Теперь вставляем крючок, подхватываем первый столбик и заканчиваем вязание этого столбика желтыми ниточками. Следующий второй столбик без накида желтым цветом, третий и заканчиваем убавкой. Соединяем ряд. Дальше мы провязываем с вами желтым цветом 2 столбика без накида и 1 убавка. Воздушная петля, в эту же первый столбик без накида, в следующую второй и провязываем в третий и в четвертый убавочку. Вяжем так до конца ряда однотонным желтым цветом. Провязали ряд до конца, 2 столбика без накида, убавка, соединили, ниточку можно чуть-чуть вытянуть, и сиреневый цвет нам больше не пригодится. Его можно отрезать, оставив небольшой отрезочек. И убираем вовнутрь. Теперь туловище наполняем. Наполнили тело, и у нас остался последний ряд с убавочками, 1 столбик без накида и убавка. Провязываем воздушную петлю в эту же первый столбик без накида и во вторую и в третью вяжем убавочку. Чередуем так до конца ряда и потом заполняем оставшиеся пустоты наполнителем. Вот у нас такое туловище получилось, полосочку. Теперь будем вязать хвост тоже полосатый.
Для этого возьмем основной цвет, собираем в рабочую петлю. Хвост желаемой длины, чередуя один ряд сиреневый и один ряд желтый, снова сиреневый и желтый. И провяжите столько, ровно столько, сколько вы хотите, чтобы ваш хвост был. Примерно где-то это 8 сантиметров может быть. Мы с вами связали хвостик. Вот такой вот он получился, чередуя один ряд сиреневый и один ряд желтый. Длина здесь у меня получилась точно 8 сантиметров. Теперь будем вязать ушки. Ушки мы будем вязать сиреневым цветом, и серединка будет желтая. Из сиреневого цвета мы выполняем рабочую петлю. И 2 воздушных. И точно так же 5 столбиков без накида в первую. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и соединяем в кольцо. Теперь провязываем 1 столбик без накида и 1 прибавка. Воздушная, в следующую петлю 1 столбик без накида и в следующую провязываем прибавку. Не довязываем до конца. Меняем цвет на желтый. Довязываем этот столбик желтым. Теперь в следующую петлю мы провязываем
1 столбик без накида. И в следующем мы вяжем полуприбавку. Подхватываем на крючке 2. Теперь завершаем этот столбик сиреневыми нитками. И в эту же петлю провязываем еще 1 столбик без накида. И у нас получается прибавка в этой петли, но разного цвета. И далее довязываем столбик без накида и последняя прибавка. Теперь соединяем через одну соединительным столбиком. Выворачиваем ушко на лицевую. Теперь провязываем воздушную петлю и 2 столбика без накида подряд. Далее в эту петлю у нас пойдет прибавка с разным цветом. Сиреневый провязываем, подхватываем желтый, довязываем желтым и в эту же провязываем еще 1 столбик без накида новым цветом. Далее провязываем 2 столбика без накида подряд, первый, второй и в третий у нас прибавка с разными цветами. Выполняем желтый столбик, довязываем его сиреневыми нитками и в эту же провязываем еще 1 столбик без накида. И довязываем до конца. По схеме 2 столбика без накида и 1 прибавка. Первый столбик, второй подряд и в третью у нас провязывается прибавочка. Теперь соединяем с началом ряда соединительным столбиком. Вот у нас формируется ушко. Далее провязываем воздушную петлю. Провязываем 2 столбика без накида и 1 прибавка. Первый, второй. Далее сюда вяжем прибавку. Первый и второй. И довязываем его уже новым цветом. Далее провязываем прибавку желтым цветом в следующую петлю. 1 столбик и второй. И вяжем 4 столбика без накида подряд. Первый, второй, третий и четвертый. Четвертый меняем цвет на сиреневый. Довязываем этот столбик новым цветом. И теперь провязываем в следующую петлю прибавка. Вяжем 2 столбика без накида в одну. В следующую, в соседнюю, снова вяжем прибавку. Снова 2 столбика. И довязываем 2 столбика подряд обычным способом. Первый и второй. Соединяем ряд. Следующий 5-й ряд. Воздушная петля. Вяжем 3 столбика без накида. В эту же петлю первый столбик. В следующую второй столбик. В следующую третий. И провязываем прибавку. Первый столбик и второй со сменой цвета. Подхватываем желтую нить, довязываем. Провязываем следующую петлю прибавку. И теперь вяжем 6 столбиков без накида подряд желтым цветом. Первый, второй, третий, четвертый, 5 и 6. Теперь меняем цвет на сиреневый. Теперь провязываем соседнюю петлю прибавку. В следующую петлю еще одну прибавку. И довязываем до конца столбики без накида. Подряд. Первый, второй и третий. Завершаем ряд соединительным столбиком. И остался у нас последний ряд. Воздушная петля. И провязываем 5 столбиков без накида подряд. Первый, второй, третий, четвертый, 5. И
в желтую петлю, в соседнюю, мы продеваем крючок и провязываем полуприбавочку. Меняем цвет желтая нить. И теперь выполняем еще один столбик без накида вот в эту же петлю. Выполняем прибавку. Вот у нас прибавочка с разными цветами. Теперь провязываем 8 столбиков без накида подряд в следующую петлю. Первый столбик, далее второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Восьмой меняем цвет снова на сиреневый. Теперь провязываем в соседнюю петлю прибавочку, 2 столбика без накида, и заканчиваем ряд обычными столбиками без накида. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. И заканчиваем ряд соединительной петлей. Теперь вытягиваем подлиннее, обрезаем сиреневую нитку, подтягиваем желтую, тоже обрезаем. Не забудьте оставлять небольшие хвостики. Желтую нитку можно убрать в середину, и сиреневую мы по стандарту закрепляем за соседние петли, за край изделия. И прячем в серединке. Теперь вот у нас ушко готово. Придаем ему форму кошачью, такую треугольную. Вот такое вот ушко. Теперь будем вязать ручку. Ручки и ножки мне хочется связать немножко другим цветом. Вы уже смотрите на свой вкус, можете вязать сиреневыми, можете вязать желтым однотонным. Я взяла вот такой цвет. Это цвет кремовый. Он немножко отличается от желтого. Вот, если видно, наверное, на камеру. Чуть-чуть светлее. Так вот, подошву мне хочется связать посветлее. И краешки рук тоже чуть-чуть посветлее. Ручки мы вяжем точно так же, как мы вязали ручки у мишутки. Берем цвет рабочий. Снова выполняем петлю. И 2 воздушные. 5 столбиков без накида в первую. Теперь воздушная петля и провязываем 1 столбик без накида и 1 прибавка. В соседнюю петлю столбик, в следующую петлю прибавка. Снова столбик и в следующую прибавка. И еще раз столбик и прибавка. Всего должно получиться 9 столбиков без накида, соединяем через 1. Вот, начало ручки у нас готово. И провязываем еще 1 ряд столбиком без накида этим цветом, без убавок, без убавок. Провязали ряд ручки до конца, и вот на крючке последняя петля, и мы подхватываем основной цвет, желтый, если вы вяжете тоже разными цветами. И завершаем ряд уже с новым цветом. Теперь провязываем ряд с убавочками. Воздушная петля, в эту же вставляем крючок, первый столбик без накида. И далее в третью, во вторую и в третью провязываем убавку. И так вяжем до конца ряда 3 раза. Соединяем соединительным столбиком. Теперь вот эта нитка светленькая нам больше не пригодится. Ее можно отрезать. И краешки всех ниточек, которые у нас
есть, все их спрятать в серединку. Вот начало нашей ручки. Теперь провязываем 3 ряда без изменений в круговую, 6 столбиков без накида в ряд. Ручку мы связали, и если нитки у вас мягкие, то можно немножко набить ваткой вот в это углубление, чтобы она не была совсем уже рыхлой. И теперь будем вязать ножку по такому же принципу, как в мастер-классе Мишутка. Поэтому многие очень спрашивают, что плохо видно в Мишутке, как вязать ножки. Поэтому давайте разберем более подробно. Из светлого цвета я буду вязать подошву. Выполняем рабочую петлю. И еще 3 воздушных. Первая, вторая и третья. Сделайте их немножко подлиннее и потолще, и побольше, и пошире. Теперь выполняем еще 2 воздушные петли. И вот ту, которую я держу, это 4-я петля. Сюда мы провязываем столбик без накида. И теперь вяжем до конца ряда вот эти 3 петли столбики без накида. Первый, второй и третий. Вот он, третий. Теперь оформляем закругление. Еще провязываем 3 столбика без накида вот в эту петлю. Первый, второй и третий. Теперь поворачиваем. В эту же петлю снова столбик без накида. И далее 3 столбика без накида вот до конца ряда. Первый, второй и третий. И снова провязываем в эту петлю, вот в последнюю, еще 2 столбика без накида. Первый, второй. И соединяем вот за эту петлю столбиком без накида. Провязываем в эту же еще один столбик без накида. И теперь провязываем 4 столбика без накида вот по этой стороне. Первый столбик, второй, третий, четвертый. Четвертый не довязываем до конца. Это у нас подошва. Теперь я беру основной желтый цвет, подхватываю, и мне нужно поменять цвет нити, чтобы было незаметно. И теперь уже с новым цветом соединительным столбиком вот за самую высокую точку подошвы соединяем. Вот соединили. Теперь будем выполнять подъем из столбиков с одним накидом. Выполняем 3 воздушных петли, накид. Теперь в эту же петлю мы провязываем столбик с одним накидом, накид, снова в следующую, только будем вязать мы с вами за крайнюю стеночку петелек. Вот за эту, не в косичку, не в первую, а за внутреннюю сторону. Провязываем таким образом столбики с одним накидом по всей окружности до конца ряда. Провязали до конца ряда. Вот так это выглядит. Подошва и столбики с одним накидом. Белый цвет нам больше не понадобится, его мы обрезаем и складываем все края вовнутрь. Теперь провязываем воздушную петлю и в следующую, в соседнюю, 1 столбик без накида, далее 2 столбик без накида, 3, 4 и 5. И теперь выполняем 3 убавки подряд в соседнюю петлю и снова в соседнюю подхватываем, убавка, далее в следующую петлю подхватываем, снова в следующую подхватываем, протягиваем через 3, 2 убавка и выполняем 3 убавку. И теперь вяжем столбики с накидом, без накида. Теперь вяжем столбики без накида до конца ряда. 2, 3,
4 и последний 5. Провязали. Теперь соединяем соединительным столбиком за соседнюю петельку. Вот так у нас выглядит тапочек, подошва, ножка. Теперь воздушная петля, провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. 4 столбика подряд. И еще один, 5. Вот так давайте сделаем. И теперь 2 убавки подряд в соседнюю и снова в соседнюю петлю. Убавочка. Далее в следующую и в соседнюю. Снова убавочка. И довязываем столбики без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 4 и соединительным столбиком завершаем ряд. Теперь тапочек наполняем ватой или любым другим наполнителем. Когда тапочек наполнили, теперь вяжем просто в круговую, столбики без накида, 3 ряда. Мы с вами провязали 3 ряда без изменений. Иногда получается разное количество столбиков без накида, поэтому не стоит пугаться. Например, когда я делала мишутку, у меня получилось 9 столбиков без накида в круговую, но вот сейчас получилось 11, поэтому не пугайтесь, бывает такое. Главное, чтобы ножки по объему у вас обе были одинаковые. Вы уже знаете, а для тех, кто смотрит первый раз, конечно, советую посмотреть сначала мастер-классы для новичков и основные базовые приемы, как соединять, как вязать. И поэтому сейчас мы с вами соединяем нашу игрушку и потом уже приступаем к оформлению мордочки.
Котенка мы с вами собрали. Вот так вот он должен получиться. Щечки, которые мы с вами делали. И вот сзади полосочка и хвостик. Теперь для оформления мордочки нам понадобится 2 черных бусины для глазок. Если у вас бусин нет, можете просто черными ниточками вышить 2 кружочка. Также понадобится 1 маленькая бусинка для носика. У меня она вот такой вот ромбовидной формы. Вы тоже можете взять любую бусинку, даже кругленькая подойдет, либо просто вышейте самостоятельно носик вот между щечками. Далее нам понадобятся черные нитки. И я вот уже приготовила бантик для кошечки. И еще пригодится нам для усиков леска, либо вот как у меня, это леска Stretch. Она на резиновой основе. Выглядит как обычная леска, но она очень мягкая и тянущаяся. Поэтому при изготовлении усиков мне она больше нравится, чем обычная, потому что усики более подвижные и выглядят более натурально. Пригодится всего отрезочек примерно 30 сантиметров. Ну и я уже не буду снова объяснять, как пришивать. Вы это можете посмотреть в других мастер-классах. Давайте оформим мордочку и уже посмотрим, как в итоге получится наш котенок. У меня получился вот такой вот котенок. Мы с вами пришили глазки, пришили носик. Любое украшение на ваш вкус. Вот вместо галстучка. Также прошейте черными или нитками, которые хорошо сочетаются с вашим котенком, накоточки на ногах и на лапках. Также пришейте усики. И щечки можно сделать розовым, либо оттенком подходящим тоже под вашу котеночку. Это сухая пастель. У меня выглядит она вот так. Это пастель Kohinoor. Очень хорошая, очень мягкая, сухая пастель. И просто не самим карандашиком, а вот используя обычную кисточку мягонькую, вы берете немножко цвета на кисточку и уже кисточкой подкрашиваете вашу игрушку. И получается очень аккуратно. Но минус в том, что после стирки, например, таких игрушек, все, конечно, весь цвет смывается. Поэтому если вы просто изготавливаете игрушку не для детишек, чтобы они играли с ними, потому что вам придется их стирать, а кому-то в подарок, либо просто как декоративные они у вас будут стоять, тогда, конечно, можно и желательно придать цвета игрушки, и так она будет выглядеть намного интереснее. Вот у меня получился такой котеночек. А я жду ваших котят, ваши игрушки. Как всегда, в альбоме в группе ВКонтакте. Ссылку вы найдете в описании под видео. Если у вас не получается вязать или по каким-то причинам не хочется, но есть большое желание приобрести игрушку, вы всегда можете заказать любую понравившуюся вам в моем интернет-магазине или на странице ВКонтакте. Ссылки есть в описании под видео. Ну а мы с вами встретимся в следующий раз. Я всегда жду ваши пожелания и комментарии, и фотографии ваших работ в альбоме в моей группе ВКонтакте. Всем пока!